В этом видео я расскажу вам историю Гродненского порта, который находится на левом берегу Немана. Какие суда ходили по реке раньше и что есть сегодня. Расскажу, где в Гродно есть кладбище старых кораблей, если можно так выразиться, а также про суда с именем Гродно, которые бороздили не только реки, но и моря и океаны, и много других интересных фактов. Так что, если заинтересовало, присоединяйтесь. Если вы хоть раз прогуливались по набережной правого берега Немана под Замковой горой, то, уверенно, иногда обращали внимание на необычный дом на противоположном левом берегу реки и задавались вопросом, что это. Некоторые особо любопытные, типа меня, могли загуглить место по картам, а другие просто проходили мимо. Но, уверяю, история его заслуживает того, чтобы о ней рассказать. Как оказалось, это здание по адресу улица Портовая, 5, здание речного порта в Гродно 1914 года постройки. Задавшись целью узнать о нем информацию, я поехала к проходной Гродненского участка Белводпуть. Но, увы, снимать там нельзя. Как вы понимаете, меня такие мелочи от того, чтобы узнать очередную интересную историю и рассказать ее вам, не остановят. К тому же, как рассказал охранник, смотреть там особо и не на что. Пару лет назад писали, что на территории организации хранятся старые якоря, поднятые со дна реки, но информацию эту в Белводпуть не подтвердили. Якоря можно найти только у стеллы «Маяк» на правом берегу рядом со зданием бывшего речного вокзала. Тогда я задалась целью отыскать все, что связано с речным транспортом в Гродно, и оказывается, история очень интересная и заслуживающая внимания. Так вот, само здание на левом берегу 1914 года постройки. Собственно, оно и было построено как речной порт. Ведь после открытия ЖД пути из Варшавы в Санкт-Петербург в 1862 году водный сплав через Неман приобрел еще большую актуальность. А дублирование водных и железнодорожных путей не создавало конкуренции, а повышало значение речных портов. А Гродненской пристани в 1861 году здесь грузилось и отправлялось 225 судов и 96 лесных плотов. В пассажирских перевозках особое значение имел маршрут от Гродно до главного губернского курорта местечка Друзгеники. С развитием этого курорта рос спрос на пассажирские перевозки, и, соответственно, это вызвало интерес у предприимчивых людей того времени. И уже в конце 19-го, начале 20 века воды Немана рассекали частные теплоходы «Русалка», «Орел», «Барон Гинзбург». Что сейчас находится в этом здании, я не знаю, но судя по тому, что там какие-то занавески, ковры, как мы видим, возможно, это какой-то жилой дом или общежитие, а может быть административное здание. Кто знает точно, напишите. Регулярные пассажирские рейсы из Гродно совершались в 1880 году в мосты, и в начале 20 века пассажирское сообщение обеспечивали не менее 13 пароходов. Все это, конечно, интересно, и говорить об этом можно много, но меня заинтересовал конкретный вопрос. Были ли в мировой истории суда с названием Гродно? И, к своему удивлению, я обнаружила, что да. Были и немало. Я нашла статью на Автогродно, связалась с редакцией на предмет разрешения использования их материала и хочу рассказать об этом вам. Ведь этим же можно гордиться, что существовали суда и пароходы с названием Гродно, не правда ли? На самом деле по океанам, морям и рекам ходили разные суда под именем Гродно, и надпись Гродно можно было встретить на танкерах, пассажирских кораблях, теплоходах, и первый из них был спущен на воду 7 марта 1893 года, а уже в том же году он совершил свой первый рейс между Ливерпулем и Южной Америкой. За 1906 и 1907 года судно Гродно 5 раз переходило Атлантический океан, посетив несколько американских портов, и на обратном пути заходили в Копенгаген и Гамбург с грузом. В одной из гродненских газет начала прошлого века даже печаталось объявление, где гродненцев приглашают в поездку на корабле в Америку. Напишите, может, у кого-нибудь сохранились семейные легенды, как прадедушки или прабабушки в Америку на корабле плыли. Всем будет интересно. Был также танкер с именем Гродно. Его строительство велось на Херсонском судостроительном заводе, и ходовые испытания танкера Гродно закончились в апреле 1956 года. Тогда же оно ушло в свой первый рабочий рейс. И это было громадное судно водоизмещением 16 250 тонн и длиной 138 метров.
Надпись «Гродно» можно было встретить на танкерах, пассажирских кораблях, теплоходах. Какие-то из этих кораблей были атакованы подводными лодками в начале 20 века и погибли, какие-то были переименованы и продолжали бороздить моря и океаны, пока не были списаны. Но, несомненно, одно – такие корабли были, и их было немало. В наше время есть только один действующий теплоход Гродно. Во всяком случае, редакции «Авто Гродно» удалось найти только один. И он возит пассажиров по реке Муховец в Бресте. Вот он. Этот теплоход стал одним из символов Бреста, и подобные суда в 1980 году строились во многих городах Советского Союза для обслуживания гостей летней Олимпиады. А после окончания игр большинство пароходов сменили место прописки. А Брестский теплоход продолжал курсировать по реке Муховец в качестве экскурсионного судна. Сейчас по Неману можно прокатиться на теплоходе Ольга Соломова. Вот он. Многие гродненцы помнят его и катались. Он был построен в 1953 году на Каунасском судоремонтном заводе. Пассажировместимость его была 110 человек. Основным местом дислокации теплохода был город Гродно, и оттуда он осуществлял перевозки пассажиров как на пригородные дачи, так и в Друзгинкай. И теплоход этот первым в истории суверенной Беларуси пересек границу Евросоюза по реке. Пробный рейс из Гродно в Друзгинкай теплоход совершил в 2016 году в рамках соглашения между Беларусью и Литвой о восстановлении судоходства и развитии туризма в прибрежной приграничной зоне двух стран. А сейчас регулярно можно наблюдать за сплавами на байдарках. Очень жаль, что когда-то грандиозные планы по судоходству по реке Неман и развитию Гродненского речного порта нынче почти не осуществляются. Теперь на левом берегу по большей части кладбище ржавых кораблей, и остовы старых ржавых кораблей можно наблюдать, если стоять на улице Рыбацкой или с нового моста. Тем не менее, территория по-прежнему обнесена забором, и туда невозможно подойти, а на КПП дежурит сторож с собаками. И, наверное, благодаря этому флот хоть в какой-то степени защищен от постоянного внимания любителей экстрима, которые периодически, по словам охранника Белводпуть, не оставляют попыток прорваться на кладбище кораблей. А в интернете можно найти много фотографий некогда красивых судов и посмотреть, как это выглядит сейчас. А сам Неман такое впечатление, что обмельчал и зарастает. Многие гродненцы думают, что в районе улицы Рыбацкой на подступах к новому мосту образовался островок по причине мелководья реки, но это не так, он рукотворный. Потому что после сооружения нового моста свал течения приходился на основную его опору, и разрушительная сила воды особенно чувствительна в половодье и во время ледохода. Поэтому перед мостом в свое время было сделано выправительное сооружение, позволяющее уменьшить скорость течения реки и защитить опору моста от ледохода. Во время ледохода на нем собираются многометровые глыбы льда, которые могли бы угрожать основной опоре моста. Вот такое видео о судоходстве в Гродно у меня получилось. Я надеюсь, я не обременила вас фактами. Я сама не люблю, когда долго и нудно рассказывают, особенно то, что нельзя запомнить, когда очень много информации сразу. Поэтому я предпочитаю какие-то интересные факты, интересные события рассказать вот вкратце, для того, чтобы у человека было представление о родном городе. Если вам понравилось, ставьте лайк. Пишите комментарии, и отдельное спасибо вам за репосты в соцсетях моих видео. А я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока.